Здравствуйте, Антон. Можно с вами поговорить? Здравствуйте, Мария. Конечно, проходите, садитесь. Чем могу помочь? Спасибо. У меня вопрос по зарплате за этот месяц. Хорошо, что случилось? Я увидела, что сумма на карточке меньше, чем обычно. Понимаю. Давайте посмотрим вместе. У вас есть расчетный лист? Да, вот он. Здесь написано налоговые удержания, но сумма больше, чем раньше. Сейчас посмотрю. Действительно, сумма увеличилась. Почему так получилось? Я ничего не меняла. Может быть, изменились налоговые ставки или появились новые вычеты. А можете объяснить, что значит вычеты? Конечно, вычеты– это суммы, которые удерживаются с вашей зарплаты по закону, например, налоги. Раньше налоги были меньше. Почему сейчас больше? Вы недавно меняли семейный статус или место жительства, Нет, все как раньше. Я замужем, двое детей. а дети зарегистрированы у нас в базе данных. Да, я приносила все документы в прошлом году. Хорошо, проверьте, пожалуйста, не закончился ли срок налоговых льгот на детей. Я не знаю, как это проверить. Я могу посмотреть в нашей системе. Минуточку. Спасибо большое. Вот вижу, для вашей младшей дочки льгота закончилась в июне. Ой, я не знала. А что мне делать? Нужно написать заявление на продление льготы и приложить копию свидетельства о рождении. Я могу сделать это сегодня? Конечно, принесите документы, и мы оформим все быстро. А если я принесу завтра утром? Тоже отлично, я буду на месте с 9 утра. Спасибо. А разница мне вернется? Да, когда льготу продлим, мы пересчитаем зарплату и вернем деньги в следующем месяце. Хорошо, спасибо. А еще я заметила, что удержали за медстраховку больше. Так, давайте посмотрим. Да, ставка немного выросла в этом месяце по новым правилам. Это теперь всегда так будет? Да, это новое правило для всех сотрудников. Понятно. Спасибо, что объяснили. Не за что, рад помочь. Если будут еще вопросы, приходите. Спасибо вам большое, Антон. Очень приятно с вами работать. Мне тоже приятно, Мария. Удачного дня. Вам тоже хорошего дня. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Дмитрий. У вас есть минута? Здравствуйте, Ирина. Конечно, чем могу помочь? Мне нужна справка о доходах для ипотеки. Как быстро вы можете ее сделать? Обычно я делаю справку за один день. Вам нужна за какой период? За последние 6 месяцев. Этого достаточно для банка? Да, 6 месяцев. Стандартный срок. А для какого банка нужна справка? Для Сбербанка.
У них свои требования к форме справки. Понял вас. Я сделаю справку по форме банка. Есть ли еще какие-то пожелания? Да, я заметила ошибку в зарплате за апрель. Мне пришла меньшая сумма. О, это важно. Сейчас посмотрю в системе, какая сумма пришла. Я получила 34 тысячи, а обычно у меня 40 тысяч. Спасибо, что сказали. Проверьте, пожалуйста, реквизиты на своей карте. Может быть, там ошибка. Реквизиты правильные. Я уже проверяла. Может быть, ошибка в начислении премии. Сейчас посмотрю. Вижу, что премия в апреле не начислялась. Почему? Не указано. В марте премия была, а в апреле нет. Это ошибка? Возможно, да. Давайте я уточню у начальника отдела. Вы работали полный месяц. Да, я ни разу не болела и не брала отпуск. Хорошо, я обязательно уточню и дам вам ответ сегодня. Спасибо. А справку вы мне завтра утром дадите? Да, справка будет готова к 10 утра. Я позвоню вам, когда она будет распечатана. Спасибо большое, Дмитрий. А могу я потом попросить копию по электронной почте? Конечно, пришлю вам копию на почту. Напомните, пожалуйста, ваш адрес. Ирина Петровна у Mail.ru. Все верно? Сейчас проверю. Да, все верно. Я сохраню его у себя. Спасибо. А если банк попросит другую форму, вы сможете сделать новую справку? Конечно, просто пришлите мне шаблон или требования банка. Хорошо, я уточню в банке и сообщу вам, если что-то изменится. Отлично. А вы уже выбрали квартиру? Да, я нашла хороший вариант. Только жду одобрения по ипотеке. Желаю вам удачи. Покупка квартиры – это важный шаг. Спасибо. Я очень волнуюсь, но надеюсь, все получится. Все будет хорошо. Если понадобится еще какая-то справка, обращайтесь. Спасибо за поддержку и помощь. Очень приятно. Всегда рад помочь. Хорошего вам дня, Ирина. Вам тоже хорошего дня, Дмитрий. До свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Можно поговорить с вами по поводу моего расчетного листа? Здравствуйте, Ирина. Конечно, проходите, садитесь. В чем проблема? Спасибо. Я получила расчетный лист за этот месяц, и кажется, что сумма меньше, чем обычно. Понимаю. Давайте посмотрим ваш лист вместе. У вас он с собой. Да, вот он. Посмотрите, пожалуйста. Так, сейчас посмотрю. Вы говорите, что сумма меньше. Насколько примерно? Примерно на 2000 рублей меньше, чем в прошлом месяце. Давайте проверим. Может быть, вы брали отпуск или были на больничном? Нет, я работала все дни.
Ни отпуска, ни больничного не было. Хорошо, а премии в этом месяце не было, верно? Да, премии не было, но и в прошлом месяце ее тоже не было. Понял. Сейчас я посмотрю детали начислений. Вот, вижу. Здесь указано меньше рабочих часов. Это правильно? Нет, я работала, как обычно, 160 часов. Странно. Здесь стоит только 140 часов. Может, была ошибка в табеле учета времени? Я всегда отмечаюсь утром и вечером, как положено. Хорошо, я запрошу табель у отдела кадров, а пока могу уточнить у вас, были ли какие-то переработки или сверхурочные. Да, в этом месяце я работала дважды по вечерам. Это было сверхурочно. Спасибо, это важно. В листе сверхурочные не указаны. Значит, мне не оплатили эти часы. Похоже, да. Я отмечу это и передам на перерасчет. Спасибо вам большое. А когда я получу исправленный расчет? Обычно это занимает пару дней. Мы пришлем вам новый лист по почте и на электронную почту. Хорошо, я буду ждать. А если появятся еще вопросы, могу к вам обратиться. Конечно, Ирина, вы всегда можете прийти ко мне или позвонить. А кто еще может помочь с такими вопросами, если вас не будет? Моя коллега Анна тоже занимается расчетными листами. Она в соседнем кабинете. Спасибо, я запомню. А часто бывают такие ошибки? Иногда случается, особенно если много сотрудников, но мы стараемся все быстро исправлять. Я понимаю, все могут ошибаться. Главное, что вы помогаете. Спасибо за понимание. Нам важно, чтобы все были довольны. А если я не согласна с перерасчетом, что делать? Тогда можно написать заявление, и мы все еще раз проверим. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что все решится быстро. Я тоже надеюсь, я сам проконтролирую этот вопрос. Очень приятно с вами работать. Вы всегда отвечаете подробно. Спасибо, Ирина. Для меня это важно. Ваше мнение ценно. А где я могу посмотреть старые расчетные листы? Мы храним их в базе. Я могу распечатать вам копии или отправить на почту. Если можно, пришлите мне, пожалуйста, за последние 3 месяца. Конечно, сегодня все отправлю. Спасибо. И еще вопрос. Если я поменяю банковскую карту, как сообщить? Просто приходите ко мне, и я поменяю данные в системе. Хорошо, я поняла. Еще раз спасибо за помощь. Ни за что. Если что-то еще понадобится, всегда рад помочь. Хорошего дня вам. И вам хорошего дня, Ирина. Всего доброго. Здравствуйте, Егор. Можно вас на минутку? Здравствуйте, Марина. Конечно, чем могу помочь?
Я посмотрела свою зарплату за этот месяц, и что-то не сходится. Ой, что не так? Давайте посмотрим вместе. Мне кажется, что не учли мои переработки за прошлую неделю. Вы уверены, а сколько часов вы работали сверхурочно? Я работала 3 вечера по 2 часа. Всего 6 часов. Сейчас открою вашу табель. Вы отмечали эти часы в системе? Да, я каждый день отмечала в электронном табеле. Хорошо, я вижу ваши записи, но в зарплатной ведомости этих часов нет. Вот, я тоже обратила на это внимание. Почему так? Возможно, произошла ошибка при обработке данных. Это часто бывает. Я переживаю за свою зарплату. Иногда бывают такие ошибки, но мы всегда все исправляем. Спасибо. А что мне сейчас делать? Я свяжусь с отделом кадров и уточню причину. Это займет много времени. Обычно нет, мы решаем такие вопросы за день-два. А переработки будут учтены в следующей зарплате. Если исправим сейчас, то доплата будет в этом месяце. Хорошо. Можете мне позвонить, когда все решится? Конечно, я вам обязательно сообщу. Спасибо большое за вашу помощь. Ни за что, Марина, мы всегда рады помочь. Я могу получить копию табеля на всякий случай. Да, я могу отправить вам на электронную почту. Вот мой адрес. marina@gmail.ru. Записал. Сейчас отправлю после нашей беседы. Спасибо. А если снова будет ошибка, к кому обращаться? Можете обращаться прямо ко мне. Я всегда на месте. Спасибо, Егор. Я просто очень переживаю за финансы. Все будет хорошо, не волнуйтесь. А у других сотрудников были такие проблемы. Иногда бывают, но мы всегда все исправляем быстро. Это хорошо знать. Спасибо за поддержку. Вы очень внимательны, это правильно. Я просто хочу, чтобы все было честно. Конечно, это важно для всех. А вы давно работаете в бухгалтерии? Уже 3 года. Мне нравится моя работа. Наверное, много разных ситуаций было. Да, иногда бывают сложные случаи, но мы решаем их вместе. Спасибо, что вы такой внимательный. Спасибо вам за доверие. Я могу завтра узнать новости по моей ситуации. Да, я постараюсь узнать все как можно быстрее. Хорошо, я буду ждать вашего звонка. Я обязательно сообщу вам обо всем. Спасибо еще раз. Хорошего дня. И вам хорошего дня, Марина. До свидания, Егор. До свидания. Здравствуйте, вы Егор из бухгалтерии? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? У меня вопрос по командировочным выплатам. Можно поговорить?
Конечно, давайте. Что случилось? Я была в командировке в Самаре на прошлой неделе. Мне пришли выплаты, но сумма меньше, чем я ожидала. Понимаю. А вы уже смотрели расчет командировочных? Да, я посмотрела в личном кабинете. Там меньше на 3000 рублей. Давайте проверим вместе. У вас есть с собой документы. Да, вот мой авансовый отчет и билеты. Спасибо. Сейчас посмотрю. Вы прилетели в Самару в понедельник, верно? Да, в понедельник утром. Возвращалась в четверг вечером. А гостиницу оплачивала компания или вы сами? Компания бронировала, но я оплатила сама, а потом сдала чеки. Все чеки приложили к отчету? Да, абсолютно все. Я пересчитала несколько раз. Хорошо. Питание входило в стоимость гостиницы? Только завтрак. Обеды и ужины я оплачивала отдельно. Чеки на обеды и ужины вы сохранили? Да, вот они тоже. Спасибо. Сейчас посмотрю ваши расходы. Так, билеты на поезд, питание, проживание. Все на месте. Тогда почему сумма меньше? Давайте посмотрим детали, а вы получали суточные. Я думаю, да. Но в платежке только 2000 за 3 дня. А вы были 4 дня, верно? Да, с понедельника по четверг 4 дня. Похоже, что один день не учли. Дайте, пожалуйста, ваш табель. Вот, пожалуйста. Спасибо. Вижу, что командировка указана с понедельника по четверг. Это действительно 4 дня. Может быть, просто ошибка. Возможно. Сейчас проверю в системе. Спасибо большое. Я волнуюсь, потому что деньги нужны. Все понимаю. В системе стоит только 3 дня. Я поправлю и отправлю на перерасчет. Спасибо. А когда мне поступят деньги? Обычно доплата приходит в течение 3 рабочих дней. Отлично. А мне нужно что-то еще сделать. Нет, вы все сделали правильно. Я сам все отправлю. Спасибо вам за помощь и внимание. Не за что, это моя работа. Если будут еще вопросы, приходите. Хорошо, обязательно. А могу узнать, почему система иногда ошибается? Иногда бывает сбой при загрузке табеля, но мы всегда все проверяем. Я поняла. Хорошо, что вы все проверяете. Конечно, мы стараемся, чтобы все было точно. Спасибо еще раз. Очень приятно с вами работать. Мне тоже приятно. Хорошего дня, Ирина. Вам тоже хорошего дня, Егор. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Марк. Можно к вам на минутку? Здравствуйте, Ирина. Конечно, проходите. Как у вас дела? Спасибо, все хорошо. А у вас? Тоже хорошо, спасибо. Чем могу помочь?
У меня вопрос по зарплате. Я не получила деньги вовремя. Ой, извините, пожалуйста, когда вы обычно получаете зарплату? Обычно 5 числа каждого месяца. А сегодня уже 8, да? Да, я ждала, но деньги не пришли. Очень странно. Давайте посмотрим в системе. Как ваша фамилия? Фамилия Соколова. Соколова, сейчас посмотрю. Вы работаете в отделе маркетинга? Да, все верно. Хорошо, нашел вашу карточку. Вижу, что платеж еще не прошел. Это ошибка? Что случилось? Возможно, ошибка в банке или в системе. Вы меняли банк или номер счета. Нет, все осталось как раньше. Хорошо, тогда это точно не из-за вас. Вы первую зарплату получаете здесь? Нет, я уже работаю 5 месяцев, всегда все было вовремя. Понимаю. Может быть, есть проблема с документами. Недавно бухгалтерия просила новые копии паспортов. Я все сдала, когда просили. Даже поставила подпись. Тогда это странно. Дайте мне минуту, я позвоню в отдел кадров. Конечно, я подожду. Делает вид, что звонит. Алло, Людмила, добрый день. Это Марк из бухгалтерии по сотруднице Соколовой. Зарплата не прошла. Все в порядке с документами. Спасибо. Что сказали? Людмила говорит, что у них все в порядке, документы есть. А может быть проблема в банке? Сейчас проверю платежное поручение. Иногда банк задерживает перевод. Спасибо, что помогаете. Пожалуйста, Ирина, это моя работа. Вот вижу, что платеж был отправлен 5 числа. Значит, банк задержал. Скорее всего, да. Иногда бывают такие задержки. Мне нужно звонить в банк самой. Да, лучше позвоните в банк и уточните. Хорошо, я это сделаю. Если банк не поможет, могу снова к вам прийти. Конечно, приходите в любое время. Я всегда помогу. Спасибо вам большое. Ни за что. Извините за неудобство. Все хорошо. Главное, что вы помогаете. Постараюсь, чтобы в следующий раз такого не было. Спасибо, Марк. Хорошего дня. И вам хорошего дня, Ирина. Если что, звоните или пишите. Обязательно. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Я могу поговорить с бухгалтером по зарплате. Здравствуйте. Да, конечно, я Антон, специалист по зарплате. Чем могу помочь? Спасибо. У меня есть вопрос по банковским данным. Я получила зарплату на старую карту. Понимаю, вы недавно меняли банковскую карту. Да, я поменяла карту месяц назад и дала новые реквизиты. Хорошо, извините за ошибку. Вы можете еще раз дать новые реквизиты. Конечно, вот они на бумаге. Пожалуйста, проверьте.
Сейчас посмотрю. Да, все правильно. Почему-то система не обновила данные. Понятно. Могу я узнать, как внести изменения правильно? Конечно, нужно заполнить специальную форму для изменения банковских данных. Где я могу взять эту форму? Я могу дать вам форму сейчас или отправить по электронной почте, как вам удобно. Лучше по электронной почте, пожалуйста. Хорошо, пришлю на ваш рабочий адрес. Спасибо. Какие данные нужно заполнить в форме? Ваше ФИО, старые и новые банковские реквизиты, подпись и дату. Поняла. Нужно ли еще что-то? Нет, этого достаточно. После заполнения пришлите форму мне обратно. Я могу сфотографировать и отправить вам. Да, можно фото или скан. Главное, чтобы все было видно. Хорошо. Когда изменения вступят в силу? Обычно изменения проходят за 3 рабочих дня. Спасибо. А прошлую зарплату можно перевести на новую карту? К сожалению, нет. Деньги уже ушли на старую карту. Жаль. Тогда я попробую снять деньги со старой карты. Да, так будет быстрее. Если будут еще вопросы, могу к вам обратиться. Конечно, всегда рад помочь. Большое спасибо за вашу помощь. Ни за что, Ирина. Хорошего дня. И вам хорошего дня. До свидания. До свидания. Если что-то не получится, напишите мне письмо. Спасибо. Я обязательно напишу, если будут проблемы. Отлично. Проверьте, пришло ли письмо с формой. Сейчас посмотрю. Да, уже пришло. Хорошо. Если будут вопросы по заполнению, звоните. Спасибо. Я попробую сама сначала. Отлично. Обычно все просто, но если что, всегда на связи. Спасибо за поддержку. Ни за что. Ошибки бывают, главное все исправить. Да, вы правы. Хорошего дня еще раз. Спасибо, до свидания. До свидания. Я вам отправлю форму сегодня вечером. Отлично, я жду. Спасибо за понимание. Рад помочь. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Ни за что. Здравствуйте, можно войти? Здравствуйте, Ирина. Конечно, проходите. Чем могу помочь? Извините, что отвлекаю. У меня вопрос по зарплате. Конечно, спрашивайте. Что случилось? Я получила зарплату, но сумма меньше, чем обычно. Понятно. Давайте посмотрим. Вы уже проверяли свои реквизиты. Честно говоря, я не уверена. Может быть, я ошиблась. Ничего страшного. Давайте вместе посмотрим ваши данные. Спасибо большое.
Вот мой номер счета и ИНН. Так, сейчас открою вашу карточку сотрудника. Можете назвать номер счета еще раз? Да, конечно. 461 вебеони. Ниле 2, 3, 4, 5, 7. Един. Так, вижу, в системе другой номер 472 ZDN 2456 Последняя цифра отличается. Ой, это моя ошибка. Я неправильно написала реквизиты. Бывает. Не переживайте, мы все люди. Вы уже давно поменяли счет. Да, месяц назад. Я забыла сообщить. Теперь все понятно, поэтому перевод ушел не на ваш счет. Я очень извиняюсь за эту путаницу. Все в порядке, главное разобраться вовремя. Скажите, деньги на старом счете еще есть? Нет, тот счет уже закрыт. Хорошо, тогда мы сделаем возврат и отправим зарплату на новый счет. Спасибо вам огромное за помощь. Ни за что, для этого я здесь. Пожалуйста, напишите мне новые реквизиты на бумаге. Конечно, вот листок. Я все записала. Отлично, спасибо. Я сейчас внесу изменения в систему. Скажите, когда я получу зарплату на новый счет? Обычно перевод занимает 2 рабочих дня. Я все сделаю сегодня. Очень хорошо. Простите, пожалуйста, за ошибку. Все нормально, Ирина. Главное, теперь все правильно. Можно еще спросить? Мне нужно что-то подписать. Нет, все просто. Я сам все оформлю. Если будут вопросы, я позвоню. Спасибо большое, Андрей. Вы очень помогли. Рад помочь. Если что-то еще понадобится, обращайтесь. Хорошего дня вам. И вам хорошего дня, Ирина. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Марк. Можно поговорить с вами по поводу зарплаты? Здравствуйте, Ирина. Конечно, что случилось? Я посмотрела расчетный лист. Есть разница в начислениях. Можете объяснить? Конечно. Вы про этот месяц или прошлый? Про этот месяц. Я получила меньше, чем обычно. Понятно. Давайте посмотрим вместе. У вас есть расчетный лист с собой? Да, вот он. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Так, вижу. Здесь меньше премии, чем в прошлом месяце. Почему премия меньше? Я работала все дни, не брала отпуск. Да, вы правы, но в этом месяце не было дополнительного проекта, как в прошлом. А, понятно. Но базовая зарплата тоже меньше. Давайте посмотрим. Да, вижу. Здесь уменьшение из-за 2 дней больничного. Но я думала, что больничный оплачивается полностью. Нет, по закону первые 3 дня оплачиваются меньше, остальные как обычно. Теперь понятно. А почему вычли больше налогов?
В этом месяце вы получили большую премию за прошлый проект, поэтому налог вырос. О, я не знала. Можно это проверить в расчетном листе. Конечно, вот здесь написано. Премия за проект и сумма налога. Спасибо, теперь вижу. А что значит строка «Прочие удержания»? Это взносы в пенсионный фонд и профсоюз. Я не знала, что удерживают за профсоюз. Если вы член профсоюза, каждый месяц удерживают небольшой процент. Я поняла. А если я не хочу быть в профсоюзе? Тогда нужно написать заявление в отдел кадров. Хорошо, спасибо. А почему в прошлом месяце не было этой строки? Возможно, вы только вступили в профсоюз в этом месяце. Да, я подписывала документы недавно. Вот поэтому и появилось новое удержание. Теперь все ясно. А если я хочу получить расчетный лист за прошлый год? Я могу вам распечатать, сколько месяцев нужно. Все 12, пожалуйста. Хорошо, подготовлю сегодня. Могу отправить на вашу почту. Да, пожалуйста. Моя почта у вас есть? Да, она в базе, я все вышлю. Большое спасибо за помощь и объяснение. Ни за что, всегда рад помочь. Хорошего дня, Марк. И вам хорошего дня, Ирина. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Антон. Можно поговорить с вами по поводу моей зарплаты? Здравствуйте, Марина. Конечно, проходите, садитесь. Что случилось? Спасибо. Я получила ведомость, но там есть какие-то странные выплаты. Можете объяснить? Конечно, давайте посмотрим вашу ведомость. У вас есть бумага с собой. Да, вот она. Посмотрите, пожалуйста, вот эти суммы за апрель и май. Так, вижу. Вы говорите про вот эту строку «Дополнительная выплата». Да, я не понимаю, за что это. Я не получала никаких премий. Понял. Сейчас открою вашу карточку в системе. Минуточку. Спасибо. Я немного переживаю. Вдруг потом попросят вернуть эти деньги. Не волнуйтесь, сейчас все разберем. Так, тут написано «Корректировка за переработку». Переработка, но я не работала больше обычного в эти месяцы. Ага, вижу. Тогда, возможно, это ошибка. Я сравню с вашими табелями. Может, это из-за отпуска? Я брала 3 дня в апреле. Проверяю ваши отпуска. Нет, отпуск отмечен правильно. Дни совпадают. Тогда почему начислили эти суммы? Это много для меня. Я согласен, сумма большая. Давайте позвоню в отдел кадров, уточню. Спасибо, Антон. Вы очень помогаете мне. Ни за что. Мы должны все делать правильно. Сейчас наберу коллегу.
Хорошо, подожду. Мне очень важно понять, откуда эти выплаты. Да, конечно. Алло, Ирина, привет. Скажи, пожалуйста, у Марины странная выплата за апрель и май. Да, корректировка за переработку. Шепчет. Спасибо, что так быстро помогаете. Кивает. Да, Ирина, понял. Спасибо. Ирина сказала, что в системе была ошибка. Ой, правда? И что теперь делать? Все просто. В следующем месяце бухгалтерия пересчитает вашу зарплату правильно. Значит, мне не нужно возвращать эти деньги сейчас. Нет, все будет автоматически. Но если сумма большая, бухгалтерия свяжется с вами. Ясно. А вы можете дать мне бумагу, что это была ошибка? Конечно, я напишу служебную записку. Вам нужно для спокойствия. Да, если можно. Я всегда люблю, когда есть документы. Хорошо, сейчас напечатаю. Пожалуйста, подождите пару минут. Спасибо большое. Я не знала, что делать. Очень волновалась. Не волнуйтесь, Марина, такое бывает. Главное, вовремя заметили. А мне нужно подписывать что-то? Нет, пока только информируем вас. Если понадобятся подписи, я позвоню. Спасибо. Я всегда на связи. А если еще что-то непонятно, можно прийти? Конечно, Марина, я всегда рад помочь. Лучше сразу спрашивать. Вы очень добрый, Антон. Я раньше боялась идти в бухгалтерию. Не надо бояться, мы все работаем вместе. Любые вопросы сразу ко мне. Хорошо, я так и сделаю. Ой, а может быть, такие ошибки бывают часто? Иногда бывают, но мы стараемся все проверять. Если что, сразу исправим. Спасибо. Я теперь спокойна. А когда мне ждать новую зарплату? Ваша зарплата придет, как обычно, 15 числа. Все будет правильно. Отлично. Я получила вашу записку. Спасибо. Все понятно теперь. Рад был помочь, Марина. Если будут вопросы, звоните или приходите. Обязательно. Хорошего дня вам. И вам хорошего дня. Не переживайте, все будет хорошо. До свидания, Антон. До свидания, Марина.